Судьям запретили слепо копировать материалы следствия в приговорах. Комиссия Совета судей России по этике потребовала провести с людьми в мантии по всей стране большую воспитательную работу, чтобы отбить привычку слепо копировать в судебных решениях материалы следствия, плюс напомнить о том, если кто забыл, что в судебных решениях не должно быть нецензурной брани. Конечно, вредные привычки выработались далеко не у всех судей. Но проблема есть, и на это строго указала Комиссия Совета судей по этике в своем информационном письме о недопустимости нарушения требований Федерального закона о государственном языке Российской Федерации при изготовлении текстов судебных постановлений. Информационный век расслабил многих, и журналистов, и юристов, и представителей других профессий. Мы привыкаем слепо копировать тексты, не читая. Блогеры сегодня, ничтоже сумняшися, вставляют в свои блоги чужие статьи и выдают за свои творения. Современному молодому человеку подчас и не приходит в голову, что работу можно написать самостоятельно. По представлениям молодежи, тексты сами собой возникают в интернете, а потом копируются всеми, кому нужно. Увы, похоже, и некоторые судьи подались общей волне. Только копируют не чужие посты из соцсетей, а материалы следствия. Потому и появляются подчас в приговоре орфографические ошибки, допущенные усталым следователем. Более того, были случаи, когда в судебных решениях обнаруживалась нецензурная брань, занесенная туда кем-то, как говорится, из хулиганских побуждений. Не так давно резонанс в сети вызвала находка популярного телеграм-канала, который обнаружил зашифрованные ругательства в тексте решений, опубликованных на сайте одного из арбитражных судов. Нецензурные выражения по отношению к некоторым участникам процесса были напечатаны шрифтом белого цвета. Из-за цвета текста их было не видно на белом фоне. Однако эту фразу можно было заметить при выделении и копировании. В общем, получалась эдакая фига в кармане. Судебные документы не должны содержать нецензурную лексику. Но иногда случаются казусы. Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям, подчеркнула Комиссия Совета судей по этике. Поэтому присутствие нецензурной бранной лексики в судебных актах следует рассматривать в качестве обстоятельства, негативно влияющего на авторитет правосудия. Да, иногда у суда возникает необходимость в дословной фиксации в судебном документе высказываний, цитат, содержащих ненормативную лексику, при сохранении содержания и смысла фразы. В таком случае в документах используются пропуски в бранных словах, или на их месте заменяются части слов определенными символами и тому подобное. Представляется, что и ошибки судей в понимании пределов необходимости дословного изложения некорректно сформулированных сторонами позиций достаточно редки, сказано в письме. Гораздо более распространенной причиной появления в тексте судебного акта слов и речевых оборотов, недопустимых при использовании русского языка как государственного языка РФ, являются злоупотребление предоставляемой современными техническими средствами возможностью компиляции и бездумное перенесение в тексты судебных постановлений значительных фрагментов, иногда и полностью текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон и тому подобное. Подобная практика, отмечается в письме, уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия, как флеш-правосудие. В смысле, следователь передает судье материалы на флешке, а тот, как утверждают правозащитники, копирует материалы. Отсутствие анализа содержания копируемых фрагментов, повторение присутствующих в них ошибок, дублирование ненормативной лексики в изготовленном подобным образом судебном акте не только подрывают доверие участников процесса к результату рассмотрения конкретного дела, но и понижают общественную оценку деятельности судов в целом, дают повод обвинять суды в небрежности, в формальном рассмотрении дел, указывает Совет судей. Между тем, Кодекс судейской этики обязывает судью всегда следовать высоким стандартам морали и нравственности, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи. Поэтому Комиссия Совета судей России по этике предложила региональным советам судей, действующим в их составе комиссиям по этике, обратить внимание на обозначенные проблемы и использовать все имеющиеся в их распоряжении возможности для их преодоления. Между тем, Кодекс судейской этики обязывает судью всегда следовать высоким стандартам морали и нравственности, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи. Поэтому Комиссия Совета судей России по этике предложила региональным советам судей, действующим в их составе комиссиям по этике, обратить внимание на обозначенные проблемы и использовать все имеющиеся в их распоряжении возможности для их преодоления. Конечно, в судебных решениях должны цитироваться доводы сторон.
Но судья обязан составлять документ своими словами. То есть пропускать каждое слово и каждый довод через себя. И если такая работа действительно проведена, ни у кого не возникнет впечатления, будто решение написано под копирку.